Здравствуйте, Девы! Сегодняшний Таро прогноз делаем для вашего знака зодиака расклад на вторую половину месяца марта. Давайте мы посмотрим, что же происходит у вас непосредственно в этот период времени и какие карты вам сегодня выпадут в нашем раскладе. Пока я карты перетасовываю, напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк, сообщение. Любая ваша активность приветствуется, поэтому пишите, не стесняйтесь. Я буду очень-очень признательна вам за такую обратную связь. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у земного знака зодиака, у Дев в этот отрезок времени. Какие именно карты вам выпадут, соответственно, на этот период с 15 по 31, да, 31 день в марте у этого месяца. Да? Так, первая карта — тройка пентаклей. Тройка пентаклей — это карта совместной какой-то работы, возможности делать что-то сообща с другими людьми, то есть сотрудничество, командная работа, в принципе совместная работа над развитием и созданием чего-то, что будет устойчивым, что будет долговечным, важным, значимым в конце концов. И вы очень нацелены на то, чтобы здесь заниматься этим делом, посвящаете этому время, используете все свои навыки, все свои ресурсы, соответственно, для этого. Тут же карта туза кубков, туз начала, это единица, начало пути, который наполнен надеждами и потенциалом, то есть вы способны как будто бы получить в результате этой работы какое-то ваше удовлетворение, то, чего вы хотите и что сделает вас счастливыми. Для кого-то это новая любовь, да? Новые отношения. Возможно, у кого-то обновление уже существующих отношений в паре, в партнерстве. Для кого-то это рост и начало создания чего-то, как нового проекта в работе, какого-то хорошего дела, которое здесь вот у вас как решительное начало вами воспринимается. То есть вы здесь начинаете действовать, делать какие-то шаги вот в этом деле. Может быть, подписываете какой-то контракт, какую-то договоренность создаете там на работе, допустим. Тут же у вас дальше идет императрица, она про рост. Она про плодородие, она о том, что сейчас самое подходящее время и самый подходящий период для вас, для того, чтобы что-то взращивать, чтобы чему-то давать развитие. И эта карта достаточно хорошая еще и в сочетании с тузом кубков, еще и с тройкой пентаклей. Да, просто замечательное сочетание. Да, здесь могут быть какие-то вопросы, касающиеся материнства, репродуктивной функции, да, какие-то вопросы. Возможно, здесь какие-то вы решаете вопросы, связанные с зачатием, с беременностью или с родами, кстати, возможно. Да, потому что это карта матери, карта материнская такая. Но да, может и еще говорить о женщине. У вас может быть общение с такой женщиной, которая играет значимую роль в вашей жизни. Может быть, это такая женщина в ваших новых отношениях появляется или вот что-то в таком духе. В любом случае достаточно неплохо у вас девы здесь, но вы восьмерка чаш, чего бы она вдруг. Что-то вы оставляете позади, что-то, что исчерпало себя, что-то, что оказалось, может быть, не совсем таким, как вы себе представляли в самом начале пути. Может быть, оно вам больше не подходит, и вы хотите развития чего-то нового, лучшего, собственно, и даете этому хороший здесь старт. Но перед этим уходите от чего-то, что вам не подошло. Да? Давайте посмотрим, что здесь будет. Двойка мечей. Давайте я посмотрю, все ли помещаются карты. Немножечко между ними сделаю такой вот интервал. Да? Карта восьмерка чаш. Карта десятка пентаклей здесь. Да, возможно, вы уходите от чего-то, что вам не подходило, ради чего-то лучшего, более устойчивого, более стабильного. По этой восьмерке кубков. Перед этим вы могли сомневаться, потому что двойка мечей, она о том, что вот это был какой-то непростой выбор для вас. Может быть, вы как будто бы до последнего откладывали это решение, находились на распутье, но понимали, что нужно поступить правильно, нужно принять здесь важное решение. И даже если у вас были какие-то опасения или страхи, но вы, тем не менее, здесь, даже сопротивляясь этому выбору, вы, тем не менее, приняли такое решение, да, начать что-то новое. То есть вы не хотите оставаться в тупике, не хотите находиться в состоянии какого-то разочарования, и вы считаете, что вы заслуживаете на лучшее, вы получили определенные здесь какие-то перспективы свои, да, для развития, и вы готовы идти по этому пути.
пути плодородия, развития, счастья, в конце концов, и готовы делать для этого решительные шаги. То есть карта хорошая, да, у вас здесь еще и карта десятка пентаклей о долгосрочной безопасности и стабильности говорит. То есть вы рассчитываете получить в итоге, благодаря своим усилиям, своему труду, получить вот эту вот долгосрочную стабильность для вас. Какие-то важные, может быть, материальные достижения, финансовые достижения, чтобы не беспокоиться о своем будущем. Возможно, здесь даже основная причина, по которой вы что-то оставляете позади, может быть, какого-то человека или место работы, или какую-то ситуацию, это то, что вы действительно хотите развивать, что-то более значимое для вас. Возможно, вы столкнулись с тем, что у вас была какая-то длительная связь или какие-то отношения, или работа, или что-то вот в таком духе, но, возможно, вы уходите с хорошо оплачиваемой работы, допустим, или да, что-то в таком вот варианте, чтобы начать сотрудничество с кем-то новым, вот тут создать договоренность, подписать какой-то новый контракт. Да, у вас есть стресс, связанный с тем, что вам приходится оставить стабильную обстановку, да, которая у вас была, но вы понимаете, что это новое, что у вас появляется здесь, оно будет более перспективным и для вас дает очень хороший такой вот залог, да, для будущего, соответственно. Давайте посмотрим еще. Карта семерка пентаклей, карта тройка жезлов. И здесь вот вы должны понять, какой вклад вы должны, собственно, внести с этой семеркой пентаклей. Вы должны понять, какой вклад от вас ожидается, соответственно, в этом деле, в этом сотрудничестве, возможно. Может быть, вы должны в каких-то переговорах участвовать, там и вместе решать, кто чем занимается, кто какую работу будет выполнять или какой долей работы заниматься, соответственно. И по тройке жезлов вы делаете это все для будущего, для, опять-таки, перспективы будущей. И вы уже сделали большую работу в прошлом, соответственно, и еще закладываете здесь еще больше и больше кирпичики к вашему успеху, соответственно. То есть вы вкладываете усилия, обеспечиваете будущий рост и расширение здесь. Ну да, семерка пентаклей, она показывает, что вы можете как будто бы оценивать, что вы уже внесли много, да, и думать, что вы еще можете сделать, что вы уже достигли и что вы можете еще сделать, чтобы приумножить эту ситуацию в будущем, чтобы еще больше чего-то получить, соответственно, приблизить себя к своей цели по этой тройке жезлов, когда вы хотите финансового успеха, хотите реализации ваших планов задуманных, намеченных. То есть вот поэтому и тройка жезлов здесь. Давайте посмотрим, что еще здесь может быть. Карта пятерка жезлов, карта шестерка жезлов, да? Так, восьмерка пентаклей. Ну да, возможно, здесь кто-то не разделяет вашу точку зрения. Может быть, внутри вас происходит какой-то конфликт, потому что вот эта карта здесь с восьмеркой чаши, с картой двойкой мечей. Но вам нужно постараться не тратить слишком много времени, своей энергии на какие-то выяснения отношений. То есть не нужно оправдывать свои поступки, не нужно кому-то что-то объяснять. То есть если вы что-то решили, вы это делаете, потому что это вам во благо, так для вас лучше, там вам лучше и выгоднее, перспективнее, соответственно. То есть если вы от чего-то уходите и кому-то это не нравится, если это вам не приносит удовлетворения, не позволяет идти к вашей цели, соответственно, то не пытайтесь кому-то что-то доказывать. Просто берете и делаете то, что для вас важно, потому что что-то исчерпало себя, вам больше не нужно в этой ситуации находиться, вы идете к чему-то лучшему, более потенциально перспективному, скажем. И шестерка жезлов с восьмеркой пентаклей, опять-таки здесь показывает, что вы, да, много труда во что-то вкладываете, вы что-то вот строите, внимание деталям уделяете, чему-то скрупулезно уделяете внимание, вы прям усердно, внимательно, ответственно, вот что-то такое вы взращиваете здесь по императрице, работаете над этим ростом и идете к триумфу, к победе, к успеху после какой-то тяжелой работы или испытаний, но вы заслуживаете на этот успех, и вы уверены в себе, и люди окружающие, скорее всего, заметят в вас эти лидерские задатки и качества, и, ну да, вы действительно сможете здесь добиться очень хороших результатов там в вашей работе, допустим, в ваших делах. При этом карта башни у нас еще тут выпадает, карта мир в финальных картах.
Ну, давайте на этом я, наверное, перестану дальше карты доставать. Ну, в целом карта башня, она опять, знаете, башня — это о том, что пора вносить изменения, да? Пора вносить изменения, нужно что-то кардинально поменять, что-то вас вынудило выполнить такую трансформацию, перезагрузку, что-то разрушить, убрать, от чего-то уйти, да, уйти от чего-то. И признать, увидеть что-то, что, возможно, вы не хотели замечать, что вам нужно двигаться дальше по карте мир, что вам нужно, вот, знаете, как будто бы, чтобы прийти к вашей цели, чтобы завершить какой-то важный для вас цикл, да, вам нужны эти значимые перемены в вашей жизни, которые, соответственно, здесь вам и даются в этот период времени, именно с императрицей, именно с тузом кубков, да, в конце марта, и показывает, что сейчас подходящее время для того, чтобы этот рост, это развитие происходило. Эти перемены происходили. И вот этот шаг решающий, важный, который вы можете сделать в плане работы или отношений, что он сейчас как раз для вас наиболее необходим, и как раз самые хорошие условия для этого сейчас имеются. Дорогие мои девы, я на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака завершу. Желаю всем всего самого наилучшего. Расклад у вас хороший, с этим я вас поздравляю. Берегите себя и берегите своих близких. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, а также оставить лайк или какое-то сообщение, если вам это видео понравилось. До скорого!